Привет, подписчики и гости моего YouTube канала. В этом видео я покажу вам, как сделать вот такую лавочку из металла своими руками. Расскажу обо всех нюансах, покажу размеры, сколько нужно трубы, какие заглушки, какую лучше всего краску использовать. Поэтому смотрите этого видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Для того, чтобы сварить такую лавочку, нам понадобится 2 метра трубы 30 на 30, толщина двойка. 4,5 метра трубы 30 на 20, толщиной двойка. 2 обрезка, любые, какие найдете, это вниз на ножки. Кусок трубы 40 на 40. И трак с гусеницы взорванного танка. Ну а теперь обо всем по порядку. 4 метра трубы 30 на 20 у нас пойдет на сидушку. Труба 40 на 40 нам понадобится для того, чтобы сделать расстояние между перемычками. Это делается следующим образом. Здесь можете положить какой-то угольник, дабы задать себе, вот у меня здесь угол 90 градусов. Так, переложили. Далее. Так же само выставили. Здесь отторцевали. Далее. Итак, все 4 трубы. У нас получается, уже мы задали, грубо говоря, нашу будущую сидушку. С каждой стороны отметить по 15 сантиметров. Вот смотрите. Здесь 15 сантиметров. И здесь на крайней 15 сантиметров. Здесь. И здесь. Так, отметили. Далее берем 2 отрезка трубы 30 на 20. Их длина 25 сантиметров. Выкладываем. После того, как выставил все по меткам, видно, да? Нужно просмотреть вот эти вот все места, чтобы нигде не выступала труба. Вот эта, которая 25 сантиметров. И нужно, чтобы она была чуть-чуть утоплена вовнутрь, вглубь, поскольку здесь еще будет становиться пластиковая заглушка. И чтобы в конечном итоге все получилось заподлицо. Итак, перед тем, как ставить прихватки вот здесь, вот эту всю заготовку нужно чем-то тяжелым придавить, чтобы ее после сварки не увело. Для этого нам и понадобится танковый трак. Если такой вещи нет, можно использовать кусок рельса. Вы поняли, да? Чтобы его не уводило. А поскольку я делаю такие лавочки штук 300 за сезон, я использую вот такие кондуктора. Ну, в данном случае я буду использовать, пускай трак будет. Он просто тяжелый. Впадло его уже убирать. Смотрите, что нужно сделать. Сейчас на каждой из трубок с внутренней стороны нужно поставить по точке прихватки. После того, как поставили прихватки в тех местах, которые я указывал, мы переворачиваем нашу будущую сидушку. И вот здесь очень важный момент. Проваривать нужно сплошным швом с каждой стороны каждую трубу. В эти места не будет попадать после дождя вода, и отсюда не будет лезть ржавчина. Поэтому провариваем сплошным швом с каждой стороны, и там, и там. Пока я буду проваривать, поставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. После того, как мы проварили все со всех сторон, переворачиваем снова нашу сидушку и будем закреплять ножку. Ножку я выставляю следующим образом. С одной стороны это у нас держится она при помощи магнитного угольника, с другой стороны выставляю угольником Свенсона. Кстати, вот такая штука.
Ножку проваривать нужно с этой стороны. Здесь шов. Ну и аналогично с этой стороны. Здесь варить ее не нужно. После того, как я приварил ножки, у нас уже получается полуготовое изделие. Итак, ребята, немаловажный момент. Швы, которые на профильных трубах, кидайте в места, где их будет не видно, поскольку может проявиться фактура через краску. Ну, поняли, да? Швы вниз, сидушки. Швы, которые будут на ножках, кидайте вовнутрь. Так, сейчас я выставляю лавочку вот так. И привариваю на каждую из ножек вот такую перемычечку. Она примерно длиной сантиметров 15. Это делается для того, чтобы если лавочка устанавливается на мягких грунтах, типа в песок закапывается, чтобы ее под весом не вдавило в землю. Вот эта штука очень помогает. После сварки у нас получается вот такое изделие, которое, кстати, стоит на вот этих перемычках, которые я внизу кидаю. Далее желательно корщеткой пройтись вот эти вот места, чтобы сбить небольшие шарики металла. На одну такую лавочку идет 12 заглушек 30 на 20 пластиковых. Пока я вам снимал видео про одну лавочку, я еще попутно сделал таких 3. Итак, ребята, по поводу краски. Сейчас покажу, что я вам посоветую. Используйте краску, не обязательно именно такой фирмы. Максима. Черная графитная. Прямо на ржавчину. Я пользуюсь давно такой краской. Пишут производитель защита до 10 лет. Но перед тем как красить, нужно убрать пыль. Видите, да? И желательно протереть бензином. После этого можно покрывать первым тонким слоем и вторым уже таким средненьким слоем. Сохнет краска быстро, за час. И я вам скажу, такие лавочки держат покрытие примерно, лет 6, смело. И после всей проделанной работы у нас получился вот такой результат. И да, на изготовление такой лавочки у меня ушло ровно 35 минут. То есть это нарезать металл, все зачистить, зашлифовать торцы от заусенец, сварить все. И примерно 5 минут уходит на покраску такой лавочки. В общем, на изготовление одной лавочки уходит 35 минут. Поэтому делайте по моему образцу. Все у вас получите, не ленитесь, поднимайте жопу с дивана и идите что-то делать. Все, всем спасибо, удачи.